Всем привет! Сегодня покажу вам, как чистить камин. Для чего я это делаю. Во-первых, очень большой слой нагара получился на стекле за 3 дня. Мы неправильно топили, смотрите, как много. Сейчас покажу вам, как это просто отмыть. То есть, когда мы убираем вот здесь вот, да, все равно не идет тепло. Сегодня спали практически в холоде. И это значит, что вот здесь от дыма забилась труба. Нужно вот эту трубу прочистить. Но тут вчера с мужем обсуждали, говорю, ты уйдешь на работу, здесь вот есть болт, который я не смогу резьбу снять, очень крутой заворот. Сейчас я вам покажу, как без этого болта он снимается, открывается. Здесь вот специальной железной щеткой вот так вот чистится. Буквально позавчера у нас был контроль, проверяли работу камина, все ли прокладки у нас работают. Специальный человек приходил, все посмотрел, спросил, давно ли мы вот это чистили. Я говорю, год назад, он говорит, надо чистить. Ну, в общем, что, сейчас буду вам показывать, как это делается без мужчины. Может, кому-то понадобится, и чтобы дома было тепло, потому что в таком виде камин хоть топи, хоть не топи, он тепло не дает. Нам понадобятся вот эти два прибора. Это железная щетка и обычная щетка, чтобы убирать грязь, подметать. Щетка такая же маленькая есть у меня отдельно, специально для квартиры, если что-то подмести надо. А эта щеточка специально для камина, потому что она все время в саже. Ее мыть надо иногда, да. И вот это вот абсолютно все железное. Вот этой штукой я сейчас буду чистить трубу. А вот этой штукой я буду подметать, убирать все. Еще бы хорошо иметь дома вот такой совок, чтобы вот эту всю грязь сейчас вот отсюда убирать в пакет, чтобы не руками это делать. Нужны еще нам огнеупорные перчатки для камина. Я не знаю, насколько они огнеупорные, но мы вот эти покупаем. И не горячо, ничего не плавится. Такие пироги. Я, конечно, объяснятель еще тот. Здесь я приготовила пакет. Сюда я буду скидывать грязь. Я одела перчатку, потому что сейчас вся буду в саже. Смотрите, открываете вот это все. Здесь есть такая штучка. Она поднимается. Видите, все в этой копоти. Это неправильно топили. Надо поговорить с мужем. Так, она у меня не вытаскивается, значит, нужно вытащить что-то одно вот отсюда. Они просто вытаскиваются, не закреплены никак. Ставим их так, чтобы было понятно, что слева, что справа. Теперь берем вот эту вот штучку. Здесь запомнить просто, вот это ложится сверху. И мы ее ставим вот сюда. Отдельно. Эти можно оставить, чтобы не перепутать. Теперь берем вот эту вот хряху-бяху. И вот смотрите, как бы так показать. Там есть дырка. Там есть дырка, сквозное отверстие на улицу. И мы просто берем вот эту вот всю гадость. Делаем вот такие вот движения. Туда подальше. Вот это все сыпется. Ну, конечно, сейчас без камеры все это почищу. Сама, чтобы мне было удобно. И все поставлю на место. Здесь сильно ничего тереть не надо. Вот это все огнеупорное. Вот видите, у нас треснуло. Это все надо заменить. Ну, у нас так... Проверка прошла нормально, значит, ничего страшного нету. И потом вот эту вот всю грязь, которая вот здесь вот сыпется, лопаточкой берем, убираем в мешочек. И все, и ставим все на место. И желательно после этого помыться. Никаких крупных ошметков у меня сюда не попадало. Потом просто делаем вот так, чтобы вниз все само ушло туда, провалилось. И уже вот здесь
Вот это вот уже надо почистить. Это мы все так можно лопаткой убирать. Не обязательно это просто лопаткой убираете и все. Все пироги. А сейчас буду замачивать вот это вот стекло от камина обычной водой. Нужно побрызгать обычной водой и дать ему постоять. Да, теперь вот это все нужно поставить назад. Сначала мы берем штуку, которая наверху должна быть, да? Она вот такая с двух сторон, видите, какие заготовки у нее. Значит, делаем тем же самым способом. Сначала так. Потом поднимаем ее вот сюда, вот так вот. Поднимаем ее наверх. Смотрим вот здесь вот по бокам, чтобы оно легло. Все легло. Так, это у меня было справа. Ставим вот сюда вот. Одной рукой держу телефон. Короче, поняли, да, как это составляется? Мне нужно 2 руки. Так, одной рукой это не сделаешь, потому что одной рукой нужно держать вот эту планку, другой рукой нужно приподнять. Ну и смотрите, если вы не уверены, что вы правильно, неправильно поставили, здесь оно так спилено, что по-другому оно у вас не ляжет. И она должна, вот эта вот планка, если вы забыли как, она должна быть там, с той стороны стенки, то есть она не должна быть здесь. Вот. Здесь мы берем вот этот вот совок, этот веник. Здесь вот это все убираем, то, что нападало из трубы, кучу грязи. Если у вас что-то не входит, вот здесь тоже подмести. Делаем все это вот так. Тут делаем то же самое. Ну, такое бывает еще, если топите дровами, очень много смолы. И вот эта вот смола, которая горит, она забивает камин. То есть это нормально, это не страшно. Просто его надо чистить и все. Вот теперь вот это вот все. Теперь вот это вот все. Сюда вниз. Куски все эти. И начинаем мыть стекло. Ну, конечно, получше я сейчас сделаю, да, потому что одной рукой это делать невозможно, нужно 2. Здесь вокруг камина образовывается очень много грязи. От всего это мы все метем. Если сейчас я возьму водой, все это смочу, вот здесь до вечера будете эту всю гарь и сажу размазывать по полу. Это можно либо пылесосом, можно щеточкой. Ну, я обычно собираю сначала щеткой, потом, когда все закончила, прошлась пылесосом, чтобы у меня эта сажа не разносилась нигде. Ну и все. А после пылесоса уже можно сделать влажной тряпкой, протереть. Самый безопасный способ, чтобы вся квартира не была в саже. И чтобы долго с этим не возиться.